Любишь детективы в играх? Кучу загадок, что помогут раскрыть тайны? Или просто захотелось поиграть во что-то новенькое? Если да, то усаживайся поудобнее, так как в сегодняшнем видеоролике я расскажу о будущем многообещающем ремейке игры под названием Sherlock Holmes The Awakened, или же Sherlock Holmes и секрет Ктулху, анонс-трейлер которой вышел 4 августа. Обещаю, что будет интересно. Погнали! Как я уже и сказал, появился анонс-трейлер новой игры Sherlock Holmes The Awakened 4 числа. Собственно, посмотрев данный трейлер, я загорелся желанием рассказать вам о компании разработчиков Frogware и их грядущем проекте. А еще разобрал Шерлока на гитаре. Но это уже совсем другая тема. Представленная игра в анонс-трейлере жанра квест является ремейком игры про Холмса 2007 года, и у нее есть шансы стать отличным проектом 23 года. И сейчас я расскажу почему. Несмотря на то, что ремейк 23 года будет совсем с новой историей и загадками, об этом я расскажу чуть позже, будет полезно и особенно интересно для тех, кто не знает, вспомнить оригинальную версию игры. Поэтому давайте ненадолго вернемся в 2007 год. Сама Шерлок Холмс и секрет Ктулху является третьей игрой в серии и включает в себя произведение двух авторов: Артура Конан Дойла, то есть приключения Шерлока Холмса, и мифы Ктулху Говарда Лавкрафта. Не будучи особо сильно популярной, эта игра про Шерлока и его напарника Ватсона набрала на Метакритике 72 балла от самих критиков и 7.2 балла от геймеров. Если говорить в целом, судя с отзывов игроков, на то время игра вышла просто хорошей. Позже, в 2008 году, Frogware выпустили первую ремастер-версию, где улучшили графику и немного изменили игровой процесс. Тогда пользователи оценили ее за интригующий сюжет, оптимизацию и сложные загадки, что являются достаточно реалистичными и логичными. Но, конечно же, и добавили в свои оценки долю минусов, а именно жалобы на 3D-пространство игры, назвав это охотой за пикселями. В данном 3D-пространстве люди просто терялись и не могли найти нужного предмета для того, чтобы продолжить прохождение. Я и сам это ощутил, когда решил поиграть в эту игру. И, кстати, чтобы вы понимали, на этом переиздания не остановились. В 2012 году она попала на iOS. Что касательно сюжета вкратце, то действие игры разворачивается в разных локациях Лондона, Швейцарии и Нового Орлеана. Шерлоку и Ватсону предстоит найти следы таинственной секты, поклоняющейся древнему морскому чудищу Ктулху на западных берегах Шотландии. На своем пути главным героям предстоит повстречать и разгадать немало загадок, а также раскрыть множество других дополнительных тайн помимо основной. В общем, я думаю, теперь у вас есть небольшое представление о том, что же из себя представляет третья часть серии про Шерлока от Frogware, а кто-то, может быть, просто освежил воспоминания, связанные с прохождением этой игры. А теперь давайте перейдем непосредственно к ремейку, который был анонсирован совсем недавно. Как указали сами разработчики на своем официальном сайте, будущая игра, о которой мы сегодня говорим, это полностью переделанный с нуля и существенно переписанный Sherlock Holmes The Awakened. И начнем, пожалуй, с сюжета игры. Это будет новая, мрачная, захватывающая история о молодом Шерлоке Холмсе, который борется за свое первое большое дело, встретив нового друга и напарника Ватсона. И данное большое дело, по словам разработчиков, начинается с обычного пропавшего человека, а потом быстро превращается в паутину заговоров гнусного культа, что поклоняется Ктулху, о котором я сегодня уже говорил, и хочет осуществить древнее пророчество. Что касается локаций, то в новом ремейке локации будут такие же, как и в истории оригинальной версии игры, а именно Лондон, психиатрическая больница Швейцарии, бухта Нового Орлеана, но кроме этих все-таки добавится еще одна локация, а именно Шотландское Нагорье. Спасибо большое разработчикам Frogware, что написали небольшое изложение того, что нас ждет касательно геймплея в новом ремейке. Это подогревает интерес к игре. В начале каждого дела, с которым нам с вами предстоит столкнуться, мы будем иметь краткое изложение того, что известно на тот момент, где будут происходить следственные действия. Каждое дело будет протекать на своей большой полуоткрытой карте мира. У нас будет возможность исследовать множество уголков этой или иной карты и решать, когда, как и что нам делать без каких-либо ограничений. Естественно, как у опытного детектива, у Шерлока, то есть у нас с вами, будут специальные инструменты и навыки, что помогут нам справиться с загадками. Что касается навыков, то одним из таких является режим воображения. Данный навык можно было встретить и в прошлых частях игры. К примеру, в Sherlock Holmes Chapter 1, у которой весьма отличный рейтинг в Steam, а если быть точнее, то 9 из 10. Этот навык поможет нам воссоздать последовательность ключевых событий и сложить картинку дела воедино. Конечно же, помимо этого навыка, нам предстоит общаться с подозреваемыми и задавать меткие вопросы свидетелям. Ну и, конечно же, другим людям, которые владеют полезной информацией. Еще один полезный навык — это навык концентрации. Он поможет найти дополнительные предметы, что также содержит важную
важные сведения. Все собранные вами улики можно будет совместить в специальном дедуктивном пространстве, чтобы затем представить свои выводы и преподнести вердикт. Так как мы сегодня еще и посмотрели на новый трейлер Шерлока, то сразу понятно, что мы увидим совершенно новую графику. Но важно понимать, это трейлер. Что-либо говорить про дизайн и визуал игры пока рано. Но точно можно сказать, что он явно будет в разы лучше прошлых частей. Frogware также запустили кампанию на Кикстартере в связи с экономическими и физическими трудностями. И были приятно удивлены, что всего за 6 часов они собрали достаточно большую сумму. Для тех, кто захотел поддержать кампанию на Кикстартере, разработчики приготовили разные интересные плюшки. Вы сможете получить копию игры по более низкой цене, чем обычно. Также сможете получить внутриигровой контент, эксклюзивный для Kickstarter. Все подробности вы сможете найти на официальном сайте Frogware. Для удобства я оставлю ссылку в описании. Что ж, друзья, разработчики правда стараются и прилагают множество усилий для того, чтобы новый ремейк стал значительно лучше всех предыдущих частей серии игры. Может быть, в каком-то плане тому, кто ранее уже играл в серию Шерлока, покажется, что вроде бы ничего и не изменилось. Но нас ждет совсем новая мистическая история на основе вдохновений творчеством известных авторов. И интересные дополнительные дела, которые точно не оставят нас без положительных эмоций. Жду от вас поддержки в виде лайка и подписки, так как я действительно стараюсь найти и укомплектовать, не потеряв всю самую важную информацию и суть ради вас, как можно быстрее. А еще подписка прибавляет больше мотивации делать видео еще чаще. Огромное спасибо всем, кто уже подписан и поддерживает канал. На этом видео подходит к концу. Будем ждать новую лучшую версию Шерлок Холмс и Секрет Ктулху, а также следить за новостями игровой индустрии. Как всегда, с вами был Антон. До встречи в новых видео. Бай-бай!